Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, подробнее про фильм «Коридор без конца». В фильме я сам участвую как военный корреспондент, как свидетель Ходжелинского геноцида, как тот человек, который там провел несколько даже недель. Это начиная с 28 февраля и весь начало марта. И как тот человек, который так близко к этому притрогался, имел возможность говорить с теми, кто выжили там, посетить военный госпиталь, посетить санитарный поезд и непосредственно осматривать те трупы, которые там привозили. Которые привозили к Агдамской мечети, которых хоронили иногда без всякой медэкспертизы, поспешно, так как в начале марта там начало сильно теплеть. И те трупы, которые выкупали или меняли на бензин, они уже по чуть-чуть разлагались. Поэтому люди не имели такой возможности, чтобы сделать медэкспертизу, как они там умерли. Но невооруженным глазом было ясно, и это подтверждают и иностранные журналисты, что эти люди, значит, были убиты с близкого расстояния. И, конечно, поразило, что большинство это были бессильные люди, в том числе имею в виду женщины, дети. И когда даже видно на снимках, да, когда женщина там упала, рядом с ней ребенок, и даже видно, что там они закрыли глаза, что они как-то защищались, что это очень с близкого расстояния их уничтожали. Это, конечно, журналистов из западных стран поразило, тем более, что это был первый такой конфликт, да, в бывшем Советском Союзе, и никто не ожидал, что такая жестокость может произойти. Мы знали только из книг о немецком фашизме, да, во время Второй мировой войны, а здесь появились такие слова, как армянский фашизм. Я, конечно, не обвиняю всю нацию армян, да, но я обвиняю тех палачей, которые там творили эти зверства. И самое страшное, что эти люди не ушли куда-то небытие. Они занимают высокие должности, они ездят по миру, они не наказаны, они себя чувствуют свободными, выпускают книги, в этих книгах иногда описывают то, что они там делали. Практически на глазах всего мира чувствуют себя победителями и правыми. Ну что, они убивали, как они говорили, мы убиваем не азербайджанцев, мы убиваем турков. Мы мстим за 15-й там год или еще что-то, за сумгаитские события. Вот такое поведение, конечно, и сейчас заставляет бывших военных и нынешних военных журналистов бороться за то, что они один прекрасный день оказались в Гаагском трибунале, а мы стали, как сказать, как свидетели, то есть предоставляя свой материал, фотографии, то, что заснято, то, что мы смогли, как сказать, в эти дни вынести и донести до сегодняшнего дня. А вы видели что-то подобное на последующие годы? В других странах, в других военных конфликтах, да, видел в Чечне. Это практически повторялось и чувствовался вот этот почерк и январских событий в Баку, и событий в Вильнюсе, когда ходили советские войска. И даже, знаете, когда были январские события в Баку, люди говорили, что это были не простые солдаты, что это были бородачи в возрасте, что они совершенно по-другому вели. То же самое повторилось и в Вильнюсе, и то же самое повторилось в Чечне. То есть срочной службы солдаты в Чечне, да, они были как пушечное мясо, а спецотряды, они делали свое кровавое дело, и в 1995 году практически увидел ту же самую картину, то, что я видел на Горном Карабахе. Это, конечно, мне было вдвойне тяжелее, и я знал, на какой риск иду, и что, конечно, это может кончиться тем, потому что в Чечне не было дня, чтобы не ранили, и не было недели, чтобы не погиб журналист. А вот прошло уже почти 20 лет. Ваше отношение к этому как-то изменилось?
конечно, я слежу за этим. И еще раз повторяю, что вот, как сказать, ну, что-то все равно время, как говорят, лечит, да? Но есть некоторые вещи, которые вроде неизлечимы. Мне, наверное, легче говорить, я литовец, азербайджанцам это тяжелее. Просто, знаете, вот то, что до сих пор лидеры мировых держав не приняли практически ничего, кроме там Мексики и Пакистана, которые признали это как ходжелинский геноцид. Но это, конечно, мало. И самое страшное, что это случилось в наши дни, не какое-то далекое прошлое. Я и сейчас уже новым поколениям и нашим, скажем, Литве, когда рассказываю, объясняю, что там случилось, многие говорят, ну как это так, это не может быть. А то, что вот вы говорите, изменилось, я знаю, что и армяне не все согласны с теми, которые сейчас есть и руководят этой оккупированной территорией. Да, и что я знаю, что когда ведутся переговоры, мне один депутат сказал, что когда вышел из здания, где они вели переговоры с армянами, и подошли карабахские армяне, они спросили, ну когда вы выгоните их отсюда? Просто то, что им обещали там светлое будущее, этого будущего не пришло. И приходится им жить в такой полуразрушенной территории, в чужих домах. Вы сами можете представить, как они себя морально там могут чувствовать. Практически я не представляю, как жить в такой земле. А что означает название фильма? Название фильма, вот как вам сказать, что вот этот коридор, как армяне назвали, да, что в этом коридоре до сих пор он не, как сказать, мы вошли его, вошли жертвы, вошли палачи, вошли в этот коридор свидетели, имею в виду журналистов, разных российский мемориальный центр, да, которые исследовали. Мы все зашли в этот коридор, и пока никто из него не вышли. Потому что до сих пор ни один человек не наказан. И вот смысл названия этого фильма. Что мы пока все там находимся. И жертвы, и палачи, и свидетели. А что вы еще планируете сделать в рамках проекта «Мир на Кавказе»? Ну, что касается меня лично, я в течение 3 месяцев уже отдам, значит, свою книгу «Воспоминания». Эта книга будет интересная в том, что это не будет какая-то политическая, да, книга, и она будет издаваться как наполовину литературная книга, хотя основана на реальных событиях. И еще что интересно, что эту книгу, как сказать, буду издавать так, что не то, что вот сказали, взяли, купили. Просто я говорил с издателями, я приносил им материал, я спросил, вам, если это подходит, пожалуйста, делаем. Если нет, не делаем. Я не ищу какое-то, знаете, финансирование. Я никогда не беру гонорары ни за одно выступление, ни за один приезд сюда или другие места. Никогда. Это мое одно кредо. Если ты хочешь, как мне обвиняет армянское лобби во всем мире, что Лапайтис куплен там за азербайджанскую нефть или еще что-то другое, покажите мне хотя бы одного этого человека, кто мне дал деньги. Покажите. Я всегда говорю, на войне никогда не зарабатываю деньги. Если мне они нужны, я поеду в Великобританию или еще куда-то, но только не в этом регионе. Поэтому проекты, конечно, будут. Сейчас намечен тур. Во-первых, нужен этот фильм представить зарубежному зрителю. Как я говорил, в Каннах, в Венецианском фестивале, в Лондоне. Ну, да, конечно, и в самом Баку. В Средней Азии, я думаю, и практически во всем мире.